11 декабря 1941 года. Берлин. Переполненный зал Рейхстага. На трибуну поднимается Адольф Гитлер. Под бурные овации своих министров и генералов он произносит речь, которая навсегда изменит ход истории. В этот день Третий Рейх официально объявляет войну Соединенным Штатам Америки. Если посмотреть на карту боевых действий того времени, это решение кажется абсолютным безумием, геополитическим самоубийством. Декабрь 41-го. Немецкий блицкриг захлебнулся в снегах под Москвой. Красная армия перешла в контрнаступление, нанося вермахту первые тяжелые поражения. Британская империя не сдается и продолжает бомбить немецкие города. Ресурсы Рейха на пределе. И именно в этот критический момент, когда Германия увязла в жесточайшей войне на истощение в Европе, Гитлер по собственной инициативе бросает вызов крупнейшей экономике мира. Зачем? Десятилетиями нам внушали простое, но в корне неверное объяснение. Якобы Гитлер был связан союзническим договором с Японией. Японцы атаковали американский флот в Пёрл-Харборе, и Германия, как верный союзник по Тройственному пакту, была обязана вступить в войну. Звучит логично, правда? Но реальная политика не имеет ничего общего с рыцарской верностью. В этом видео мы отбросим исторические мифы и заглянем в секретные директивы немецкого командования. Вы узнаете, почему нападение на США было не случайной ошибкой безумца, а холодным, прагматичным, но абсолютно фатальным расчетом немецких адмиралов. Смотрите до конца, чтобы понять, как одна подпись под документом похоронила Третий Рейх. Начнем с главного юридического мифа. Тройственный пакт, подписанный между Германией, Италией и Японией в сентябре 1940 года, был сугубо оборонительным союзом. Статья 3 этого договора гласила предельно ясно. Страны обязаны прийти на помощь друг другу только в том случае, если одна из них подвергнется нападению державы, не участвующей в Европейской войне. Но Япония не подвергалась нападению. Японская империя сама вероломно атаковала американскую базу Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. С точки зрения международного права, у Германии не было ни единого юридического обязательства объявлять войну Америке. Гитлер имел идеальную, железобетонную причину остаться в стороне. Он мог просто выразить Токио моральную поддержку и сосредоточить все силы вермахта на уничтожении Советского Союза. Более того, президент США Франклин Делано Рузвельт находился в сложнейшем политическом положении. После атаки на Пёрл-Харбор американский народ был в ярости. Они требовали возмездия, но это возмездие должно было обрушиться исключительно на Японию. В Конгрессе США господствовали мощные изоляционистские настроения. Американцы совершенно не хотели отправлять своих парней умирать в Европу. Если бы Гитлер промолчал, Рузвельту стоило бы колоссальных политических усилий убедить Конгресс объявить войну Германии. Но Гитлер не промолчал. Он сам избавил американского президента от этой проблемы. Чтобы понять истинные мотивы этого решения, нам нужно перевести взгляд с заснеженных полей Подмосковья на холодные, свинцовые воды Атлантического океана. К концу 1941 года Соединенные Штаты формально были нейтральной страной, но этот нейтралитет существовал только на бумаге. Фактически, между Америкой и Третьим Рейхом уже полным ходом шла необъявленная морская война. Рузвельт прекрасно понимал, что падение Великобритании станет катастрофой для безопасности США, поэтому Америка стала арсеналом демократии. По программе Ленд-Лиза через Атлантику непрерывным потоком шли конвои с американским оружием, продовольствием и стратегическим сырьем для британцев, а затем и для Советского Союза. Для немецкого главнокомандующего подводным флотом, адмирала Карла Дёница, эти конвои были костью в горле. Его серые волки, немецкие подводные лодки, могли бы легко перерезать эти жизненно важные артерии, но у них были связаны руки. Гитлер, панически боясь преждевременного вступления США в войну, категорически запрещал своим подводникам атаковать американские корабли. Даже если американский эсминец обнаруживал немецкую лодку и начинал сбрасывать глубинные бомбы, немцам предписывалось уклоняться от боя и не открывать ответный огонь. Американские корабли вели разведку, передавали координаты немецких субмарин британским ВВС и откровенно провоцировали инциденты. Осенью 1941 года президент Рузвельт издал приказ «Стреляй на поражение».
Американские боевые корабли получили право топить немецкие подлодки при обнаружении. Произошло несколько столкновений. На дно пошел американский эсминец «Рубен Джеймс». Напряжение в ставке немецкого военно-морского флота достигло предела. Адмирал Редер и адмирал Дёниц буквально умоляли Гитлера снять ограничения. Они доказывали, Америка уже ведет против нас войну, просто не объявляет ее официально. Американские заводы круглосуточно работают на наших врагов. Если мы не начнем топить их транспорты прямо у берегов Америки, Рейх будет задушен экономически. И вот здесь, в декабре 1941 года, после японского удара по Пёрл-Харбору, Гитлер принимает решение, которое кажется ему гениальным стратегическим ходом. Давайте посмотрим на мир глазами немецкого диктатора в тот момент. Он был абсолютно уверен, что война с США неизбежна. Это был лишь вопрос времени. Но сейчас, после Пёрл-Харбора, внимание Америки было приковано к Тихому океану. Гитлер полагал, что американский флот наполовину уничтожен, а вся индустриальная мощь США теперь будет направлена на борьбу с Японией. Гитлер мыслил категориями континентальной войны и глубоко презирал Америку. Он считал Соединенные Штаты слабой, разложившейся страной, неспособной к серьезным военным усилиям. Страна, где всем заправляют гангстеры и евреи, так он отзывался об Америке в узком кругу. Он был убежден, что американскому обществу потребуются годы, чтобы перевести промышленность на военные рельсы и создать боеспособную армию. Кроме того, Гитлер отчаянно нуждался в том, чтобы Япония продолжала связывать руки США и Великобритании в Азии. Объявив войну Америке, он хотел продемонстрировать Токио несокрушимую солидарность. В Берлине тайно надеялись, что в ответ на этот жест Япония ударит в спину Советскому Союзу на Дальнем Востоке, что спасло бы буксующий вермахт под Москвой. Как мы уже знаем из предыдущего видео, японцы этого не сделали. Они оказались гораздо прагматичнее своего европейского союзника. Итак, 11 декабря ограничения были сняты. Адмирал Дёниц получил то, о чем так долго просил. Немецкий подводный флот начал операцию «Полумбинный бой» — охоту у восточного побережья США. Первые месяцы 1942 года стали для немецких подводников вторым счастливым временем. Американцы оказались совершенно не готовы к войне у собственных берегов. Города на побережье не соблюдали светомаскировку. Огромные торговые суда, силуэты которых ярко вырисовывались на фоне огней ночного Нью-Йорка и Майами, становились идеальными мишенями. Немецкие субмарины топили танкеры тысячами тонн, часто даже не тратя торпеды, а расстреливая их из палубных орудий. Это был колоссальный тактический успех военно-морского флота Рейха. Казалось, расчет Гитлера оправдался. Снабжение Великобритании и СССР оказалось под критической угрозой. Но тактический триумф обернулся величайшей стратегической катастрофой в истории. Гитлер совершил ту же ошибку, что и японские адмиралы. Он катастрофически недооценил индустриальный и психологический потенциал Соединенных Штатов. Америка не впала в панику и не разделила свои силы. Напротив, объявление войны со стороны Германии объединило нацию и Конгресс. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль быстро согласовали глобальную стратегию, получившую название «Сначала Германия». Несмотря на тяжелейшую войну с Японией на Тихом океане, союзники признали именно Третий Рейх главной угрозой свободному миру. Американская экономика перестраивалась с пугающей скоростью. Заводы, производившие автомобили и холодильники, начали круглосуточно выпускать танки, самолеты и пушки. Знаменитые транспортные суда типа «Либерти» спускались на воду быстрее, чем немецкие подводные лодки успевали их топить. На пике производства американские верфи собирали огромный транспортный корабль за 4,5 дня. Бороться с этим индустриальным монстром силами нескольких десятков дизельных субмарин было математически невозможно. Американский флот быстро перенял британский опыт конвоирования. Появились новые радары, гидролокаторы, самолеты дальнего радиуса действия. К маю 1943 года битва за Атлантику была немцами окончательно проиграна. Подводные лодки Дёница из грозных охотников превратились в загнанную дичь.
Своей речью в Рейхстаге Гитлер собственноручно подписал Третьему Рейху смертный приговор. Он легализовал прямое, неограниченное участие Соединенных Штатов в Европейском театре военных действий. Без этого объявления войны отправка миллионов американских солдат в Великобританию, стратегические бомбардировки немецких городов и высадка в Нормандии были бы невозможны или отложены на долгие годы. Немецкое командование надеялось, что Америка не успеет вмешаться, пока вермахт сокрушает СССР, но Красная армия выстояла. А мощь американской промышленности, обрушившаяся на Германию с запада и юга, не оставила Рейху ни единого шанса на выживание. История не терпит сослагательного наклонения. Мы не знаем, как долго продлилась бы Вторая мировая война, если бы 11 декабря 1941 года Гитлер проявил политическую выдержку и промолчал. Но мы знаем точно. Геополитика не прощает презрения к противнику и ошибок в математических расчетах. То, что казалось блестящей возможностью развязать руки своему флоту, на деле оказалось открытием ворот для индустриального катка, который стер Третий Рейх с лица земли. Обязательно напишите в комментариях, как вы считаете, был ли у Германии шанс выиграть войну с Советским Союзом, если бы США ограничились только войной с Японией на Тихом океане и не вмешались в конфликт в Европе. Если вам интересна реальная история без мифов и пропаганды, поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много разоблачений тайн величайших конфликтов человечества. До скорой встречи!